Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Неожиданности и сюрпризы недели с 14 по 20 октября. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня 3 колоды. 2 колоды Таро, точнее 1 колода Таро, поддержки патронажа ангелов, и спроси совет у ангелов. И мы достанем в конце расклада 1 карту как совет. Но у нас есть карты пасьянса, маленькие карточки и с их рандомными значениями. Никогда не знаешь, что они нам покажут. Ну и, конечно, будем реалистами. Любой расклад не передаст все то, что вы чувствуете, или какие-то детали, тонкости вашей жизни. Но надо сказать, что жизнь не бывает полностью предсказуемой, и где-то так рассмотреть один из 1000 вариантов всегда полезно. Никогда не знаем, с чем мы столкнемся. А в октябре может быть еще очень много путаницы, поэтому я сделаю такой развернутый расклад. И здесь может быть для кого-то, знаете, как один день за месяц может идти. Так бывает в нашей жизни, когда мы как раз ищем выход из создавшегося положения, а у нас что-то не стыкуется. Потому что причины не способствуют, или какие-то мелкие 1000 неопределенностей тоже не стыкуются, каждая в отдельности. И нам звезды обещают, что в начале ноября, в середине ноября будет больше ясности, больше понимания. Итак, давайте смотреть, что же покажет вам пасьянс. Какие-то согласования, либо они были, либо они у вас продолжаются. В высоких инстанциях. Книга в данном случае это как казенный дом, это учреждение, это могут быть контакты с чиновниками, это когда мы что-то делаем наиболее точно или оформляем документы, оформляем что-то на бумаге, подписываем, подсчитываем или узнаем, как это сделать по букве закона, к примеру, так. Смотрю, что еще. Пустые разговоры, мельница. То есть разговор как будто сам по себе не несет какого-то смысла для вас, мои дорогие. Но пустой разговор это не значит, что мы ничего не делали. Ну, а нас тут могут так энергией закрутить, а в результате нет какой-то конкретики или нет чего-то такого, что мы можем переложить на жизнь и получить результат. Или, может быть, какие-то пустые мысли чьи-то или то, что для вас, мои дорогие водолеи, не имеет значения. Вы можете с кем-то что-то обсуждать или вас могут где-то тоже втягивать в какую-то вот такую или даже словесную перепалку, хотя нам как раз об этом ни одна карта не говорит пока, что это что-то особо такое важное или сложное, на чему надо уделить внимание, но за исключением официальных каких-то дел и вопросов. И, может быть, это где-то мы строим домыслы где-то, да, обсуждаем тот или иной вопрос, узнаем какие-то мелочи, готовимся к чему-то, потому что у вас выпадает дальше ключ, и ключ – это открытый путь, это как по судьбе нет закрытого пути, мои дорогие. Или вы собираетесь кому-то в гости, потому что у вас выпадает бокал, и это еще свидетельство того, что и к вам кто-то может собираться в гости. Или вы предполагаете, что скоро должна состояться встреча, правда. У вас выпадает еще корона, символ власти, и поэтому какие-то важные согласования. Иногда по этой карте, как символ власти, могут проходить и персоны, такие достаточно важные, или те люди, в руках которых находятся определенные рычаги влияния. Где-то карта тоже говорит и о вас, мои дорогие водолеи, что это сейчас в вашей власти что-то осуществить или на что-то вам нужно решиться. Может быть, вот этот вот ключ
который открывает дороги. Может быть, это что-то новое. И вполне вероятно, есть то, как, знаете, какая-то нехоженная тропа. Или, может быть, вы исследуете непознанную землю без карты. И вот наводите какие-то ориентиры, стрелки, векторы для того, чтобы, ну, где-то в последующем, если вы окажетесь один на один с какой-то ситуацией, когда у вас нет опыта, чтобы у вас хотя бы была какая-то информация. Вот такое я тоже могу предположить. Смотрим, что нам еще расскажут карты. Сердце, мои дорогие. Это любовь, какие-то взаимоотношения. Посмотрите, тут может быть так. Поехали в гости, и месяц выпадает. С одной стороны, это где-то наше внутреннее состояние неуверенности, но иногда месяц показывает и некоторую конфронтацию, или мы с кем-то не договорились. Поэтому будьте аккуратны. Вот здесь, правда, есть что-то непознанное, до конца не просчитанное. И невозможно, может быть, проложить какую-то траекторию. Пройдет время, обрастет это действие или то ваше направление, чем вы занимаетесь, какой-либо информацией, может быть, документами или более точными сведениями. Но вот здесь теперь может быть такой момент, что некоторая неудовлетворенность остается либо от этих гостей, либо от вашей поездки к кому-то или встречи. Или, может быть, это заранее вы что-то обсуждали, и рядом выпадает сердце. То есть не углубляйтесь, я бы сказала, в какой-то вопрос, не пытайтесь там что-то раскопать этакое особенное. Это тот период, когда у нас Меркурий, кстати, в Скорпионе. И правда, в этот период это действует таким образом. Меркурий, когда находится в Скорпионе, ведь Меркурий это в принципе информация, это легкость на подъем, это когда мы быстро что-то ориентируемся по обстановке, если нужно что-то переделали, изменили. И, в принципе, это больше где-то оптимизма. А в Скорпионе нет. Тут какая-то дотошность, такая вот въедливость, мои дорогие водолеи. И нельзя сказать, что это нам играет каким-то образом в плюс. Поэтому не раскапывайте какие-то руины. Или не раскапывайте то, что вам, допустим, непонятно, а вот вам захочется докопаться до сути. Не всегда факт, что это во благо. Но где-то можно воспринимать и как предупреждение. У вас на кону что-то серьезное стоит. Поэтому выбрали, избрали дорогу. Пройдите ее до конца. Давайте узнаем у карт Таро. Это у нас колода поддержки, патронажа ангелов. И мы зададим такой вопрос. Что вам придется адаптировать или организовывать на этой неделе? Проститься с прошлым, закрыть в прошлое дверь. Но, может быть, и не выяснять какие-то отношения. У кого-то как раз пустые разговоры, тут ведь мы все разные. Может как раз и совпасть, что мы там пытаемся анализировать то, что не имеет никакого смысла. А нужно чему-то сказать «прощай», потому что это окончание. И это одновременно свобода. Поэтому не будьте где-то в рамках предрассудков, хотя это не про вас, но все же мы все разные. Может быть, мы для себя там поставили какие-то пункты, которые мы должны обязательно осуществить. И вот да, вот это слово «я должен». А с течением времени это уже утратило какой-то смысл. Нет смысла как и продолжать, как и упорствовать, так и пытаться, ну, привести какое-то дело к балансу, если оно буквально у нас рассыпается. Скорее всего, нам туда не надо. Есть окончание чего-то. Нам говорят еще об окончании определенного периода жизни. Работай, и у тебя все получится. Восьмерка земли или восьмерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде как и на деньги, так и на работу. Но мы, в принципе, говорим о чем? О наших действиях. И работу можно переложить, или значение этой карты, как и на личную жизнь. Над отношениями нужно работать, да, это правда. Или если у нас семейные отношения, ну, наверное, работать тогда дважды приходится, потому что всегда это какие-то обязанности. Но если мы даже переложим на ваши планы честолюбивые, значит, есть то, что не может быть продолжено, и есть точно то, что стоит продолжать. И вот что нужно организовывать, адаптировать. Разберитесь, правда, что вы должны или что для вашей перспективы, для вас
плюсом является. И, видимо, вот этой тропой предстоит пройти, удерживая, развивая. Ведь нам показан профессионал, и это где-то карта обещает, как и рост вашего профессионализма. Одновременно говорит о том, что вы будете ему признаны как эксперт, смотря чем вы занимаетесь. Или, значит, какое-то дело в ваших силах осуществить. Но есть и то, на что точно не стоит тратить время. Давайте узнаем, в чем ваша сила. Как видят карты Таро. В чем сила? В чем ваша сильная позиция? Может быть, осуществить сейчас. А вот правда все расставить по местам. Рыцарь мечей. Держит меч наготове, но это интеллект в первую очередь, поэтому так здраво рассудить, что будет продолжено, а что нет. Именно где-то с позиции будущего. Какие возможности перед вами открывает то или иное предложение, или ваша та или иная задумка. Должен быть именно как бы мотив или мотивация должна быть. И быть честным с самим собой. Может быть, и есть то, что уже не имеет значения, но есть и то, что должно быть опять же продолжено. Наш рыцарь мечей держит в одной руке букет цветов, а во второй меч. Это вот все то, о чем мы сейчас говорили. Вот как раз правильные параллели провести. Для вас это будет сильная позиция. Что же еще? А тут как по судьбе у вас какой-то вопрос решается. Так выглядит карта Иерофант. И очень символично, что вверху 8 пентаклей. Для кого-то из вас, мои дорогие, если вы преподавательского состава, например, да, ваш труд именно связан, что вы кого-то обучаете, есть возможность построить блестящую карьеру. И даже если вокруг хоть камни с неба, даже если вам придется где-то корректировать планы, или, к примеру, кто-то не получил должность, ее могут предложить вам, или, как, знаете, где-то наверху, в более властных структурах, тут тоже может, ну вот как перейти к вам какое-то либо предложение, либо какая-то возможность, потому что именно вашу персону могут заметить. Понятно, это не для всех, но для кого-то это проиграется. В первую очередь для тех, кто строит амбициозные планы. Потому что, когда выпадает Иерофант, это карта наших уже заслуг, достижений. И если мы говорим учитель, вот поэтому для преподавателей это не важно, какого звена или где вы преподаете, либо просто в школе, либо в вузе, но это значит построить карьеру. И по этой карте успешное решение финансовых вопросов. Иерофант нищий не бывает. С другой стороны, мы говорим, в чем наша сила, ваша сила, когда вы готовы учиться. Ведь не только учитель проходит по этой карте, а еще и ученики. Пусть не в этой немножко колоде, но обычно с иерофантом всегда ключи, 2 ключа. Это ключ к новым возможностям. Поэтому и вот этот нимб вокруг головы, правда, у ангела именно, это когда вас словно судьба благословляет на что-то. Поэтому даже если вы в деталях еще с чем-то не разобрались, может быть, и есть какой-то внутренний страх. Вот такое я могу тоже предположить. Но все равно на что-то нужно решиться. Не упустить какой-то очень важный момент. И нам помогает, если мы говорим, в чем сила. Когда вы уравновешиваете то, что должно быть сделано по традициям, по закону, мы как раз об этом с вами говорили. Есть как и учреждение, символ книга, есть и корона, символ власти. Поэтому все сделать правильно, грамотно, чтобы не было каких-то ошибок, может быть, и перепроверить, в этом тоже есть смысл. Давайте мы узнаем, что ждет вас на работе. Что ждет на работе Водолеев в неделю с 14 по 20 октября. Но есть какие-то разочарования, и тут самое главное увидеть вот этот кубок, который за спиной, как будто вам нужно развернуться на 180 градусов. И если здесь уже что-то не стыкуется, вот как 3 пустых кубка, то по этой карте мы как раз можем уставиться в какую-то закрытую дверь, а в это время откроется что-то новое. Или какие-то новые возможности. Может быть, нам, опять повторюсь, где-то страшновато. Мы так еще не действовали. Мы еще туда не ходили. Или давно где-то не были. Или не можем что-то просчитать. И тем не менее, не упустить какую-то возможность по части
вашего профессионализма, вашего профессионального роста, ваших честолюбивых планов, амбиций. Не быть где-то апатичными, мои дорогие. Не, может быть, для себя не выстраивать такую концепцию, когда «нет, я точно знаю, у меня ничего не получится». Вот эти категорические слова говорить не нужно. Ну и где-то не пребывать в таком состоянии апатии, когда мы, ну, ничего не делаем, понимаете? Тут надо как-то действовать, но по-другому. Что еще? Да, вам тут надо, знаете, рассчитывать самим на себя. Это старший аркан отшельник. И, безусловно, очень символично, что выпадает с карты Иерофант. Это как дважды вы мудры, в чем ваша сила и что по работе. Призывает все карты к вашей мудрости, и чтобы вы не упустили какой-то случай. И если мы говорим, вот этот ключ, это как высший путь, открытый путь куда-то, как дороги перед вами открылись, и для того, чтобы вот следовать пути своего призвания, пути вашей миссии, мои дорогие водолеи, совершенно необходимо проститься с тем, что тянет вас назад. И, может быть, какой-то путь пройти в одиночку. Я люблю эту карту за то, что никто не мешает. Отшельнику невозможно помешать. Он не совершенно безэмоционален, он не реагирует ни на какую-то похвалу или лесть, или наоборот, какие-то глупости, там чьи-то замечания, даже нелестные. Он идет своим путем, и точка. И вот у вас по работе какие-то возможности как раз и открываются. Давайте я еще одну карту достану, старший аркан. Вот смотрите, будьте готовы к тому, что в какой-то период времени у вас ситуация словно ускорится, и вам придется набирать темп. Может быть, какой-то вот как раз период времени была вот эта пауза по четверке воды, когда вы на что-то не решались, или обстоятельства были так, как бы складывались. Или вы не видели вот этого за спиной кубка, и здесь есть возможность развернуться как будто на 180 градусов. И, вы знаете, принять какое-то важное решение, как вот этот мудрец, отшельник. И дальше, словно судьба, ускорит какие-либо процессы. По этой карте мы как и набираем темп, это карта активности, это карта скорости, и чего-то мы тут не можем отложить на потом. Отложим на потом, упустим время. Примите это во внимание. Хорошо, давайте мы с вами узнаем, что в личной жизни, что ждет в личной жизни водолеев на неделе с 14 по 20. Еще одна четверка. Ну вот может быть такое состояние души, когда ничего не хочу. Может быть, знаете, у вас получается что-то осуществить, мои дорогие. Я абсолютно в этом уверена. Потому что судьбоносные карты порядка выпадают как раз, когда у вас что-то стыкуется. Но, возможно, то, что у вас как раз состыковалось или как-то сошлось в одной точке. Вы к этому внутренне не готовы. Вы занимались явно каким-то вопросом, и что-то вы уже подвели под знаменатель. А вот куда дальше идти или как действовать, вот здесь может быть непонятно. Может быть и в личной жизни некоторая пауза. Было какое-то общение, может быть общение на расстоянии. Человек себя повел, что невозможно его понять. И, может быть, вы строили даже вместе планы. А здесь вдруг какая-то пауза, тишина наступает, и вы не знаете, как к этому относиться. И вам как раз, вот мы с вами говорили, захочется достать на поверхность то, что как будто скрыто. А все равно, вот как этот отшельник, как эти два мудреца, вас в одном, мои дорогие водолеи, нужно что-то проанализировать самому. Да, торопиться определенно не стоит. Если вы видите даже, ну, какая-то ваша личная история как будто не развивается, то тогда я могу предположить, с одной стороны, не рубить сгоряча. Вот если мы про личную жизнь или какие-то как контакты, к примеру, дружеские, к нам могут вернуться люди из прошлого. Я понимаю, что это не для всех, но вы, тем не менее, перекладываете на себя, как это у вас может проиграться. К примеру, была какая-то дружба, потом человек пропал, а тут он вдруг возьми да заново напиши в одном из мессенджеров. Или какого-то человека тоже мы много лет не видели, мы можем на улице даже случайно встретить. Примите во внимание, что в принципе те люди, персонажи, которые возвращаются в этот период, они для чего-то вам нужны.
Или вполне вероятно, какая-то история будет продолжена. И если мы даже говорим о личной жизни, и прежняя история была со знаком минус, вы расстались, может быть, и была семья, но закончилось это взаимопонимание. Но, возможно, вы можете перевести прошлую любовь в какие-то более дружеские отношения, особенно если остались дети или нерешенные вопросы. По жилью, кстати, вопросы дома тоже у вас могут быть, ну, в какой-то активной фазе по этим картам, с учетом аркана Иерофант и восьмерки земли, ведь это еще денежная карта. И деньги это не только сами по себе деньги, как бы финансы, это может еще проигрываться дом, недвижимость и вот какие-то вопросы. Поэтому примите во внимание, есть то, что вы уже можете подвести как итог. Но есть еще на этой неделе то, что спрогнозировать достаточно сложно. И нам тогда говорят, возьми маневр, отступи полшага назад и посмотри, как ситуация, позволь ей как будто развиваться самой по себе. А ты наблюдай, что же еще, что ждет в личной жизни. Но тут правда, у кого-то выяснение отношений или очень захочется, или сама по себе ситуация выбора. Может быть и между партнерами, а может быть это сопряжено с тем, что вам куда-то нужно отправиться, мои дорогие. Или вам нужно этот баланс провести между личной жизнью и работой, или какими-то новыми открывающимися возможностями, которые для вас как раз, как и свободу, будут означать, и новое качество жизни. И этот выбор сделать будет непросто. Но вообще, если мы говорим про гороскопы, самореализация у вас сейчас на первом месте. Поэтому, ну, здесь вы можете и договориться. Вообще, нам говорят еще и о том, что много эмоций по части личной жизни тоже может быть. Или выбор достаточно сложен. И вот второй старший аркан нам на личную жизнь, поступая по закону. И это все то, что мы где-то говорили по аркану Иерофант или Верховный Жрец, что мы по традициям, по какому-то регламенту поступаем. Или мы что-то делаем так, когда мы получаем конкретный документ. Всегда карта, это старший аркан справедливость, имеется в виду, когда мы должны знать, как в отношении нас работает закон. Но это еще в этой колоде, это буквально карма прописана, как судьба. И можем сказать так, что справедливость и аркан – это всегда причина и следствие. И если мы прежде сделали так вот не очень хорошо, то нам придется теперь какой-то вопрос, может быть, увязывать, улаживать, договариваться или где-то действовать самому, ну, не надеясь на чью-то помощь. И наоборот, если мы кому-то прежде помогали, то руками других пусть людей помощь вам возвращается. Может быть, в самый тот период, когда вы где-то даже опустили руки, найдется тот человек или информация какая-то найдется. Ну вот каким-то таким иррациональным даже путем это решение вы получите или какую-то поддержку. Но по восьмому аркану в этой колоде проверяйте документы, чтобы у вас все согласовывалось с законом. Финансы конкретно давайте узнаем. Что по денежкам? Как видят карты. Ну, больше нечего мне добавить. Карта Солнца. Новые возможности вас уже ждут, поэтому не оглядывайтесь назад. Не поставьте привычное именно, взамен чего-то нового, потому что у вас на кону Солнце. И это карта успеха. Да, это карта энтузиазма. И нам говорят, как и оптимизма, это дорогу осилит идущие. И нам что-то придется тут как будто передумать. Или как-то смоделировать по-новому. Или найти вот эти какие-то недостающие элементы, варианты, чтобы вы осуществили свою мечту. Тут что-то очень важное у вас может решаться. И именно в тот момент, когда вокруг вам может казаться, что полная неразбериха. Слушайте свою интуицию, слушайте самого себя. Где-то доверьтесь и судьбе тоже. Довериться судьбе – это не значит, что мы сложили руки и сидим, ждем. Нет, это мы предпринимаем действия, но такие аккуратные, когда мы сделали шаг и осмотрелись, а потом только делаем следующий. И быть готовым к тому, что если нам говорят восьмерка жезлов, ведь это где-то трансформация и предвестник
счастливых событий или какого-то удачного совпадения, или, любой ситуации. И вот это вы не должны упустить. Карта совет. Карта говорит так: медитируй, чтобы найти ответ. То есть услышишь свою интуицию, по сути дела, так. Что еще? Может быть, простите себя, с одной стороны, за те ошибки, мы с вами говорили, да? У вас выпадает рыцарь мечей, которые вы ранее совершили. Абсолютная такая ясность ума, и когда вы честны сами с собой. Может быть, у кого-то была и потеря, но теперь, значит, нужно реально уже восстановить этот баланс. Если это не может быть продолжено, или вам что-то, даже, скажем, неинтересно, или сложилась такая обстановка, что, и сколько ты ни продолжай, выхода не будет. Это может быть сопряжено как и со взаимоотношениями, это может быть и с работой, это может быть, мы говорили, даже с переездом где-то связано все. И значит, тогда по этой карте мы прощаем в первую очередь себя. Прощаем за собственные ошибки или прощаем кого-то и идем дальше, налегке, мои дорогие. И, видимо, вот нам и говорят: прощай, допускай ошибки, но они не должны тебя останавливать. Мы люди, мы 100 раз ошиблись и еще 150 раз можем ошибаться. Поэтому более позитивное, доброе отношение к самому себе вам конкретно оракул ангелов рекомендует рассмотреть. Хочу достать еще все равно одну карту. Каковы перспективы? Если ты веришь, понимаете, тут вы можете начать сомневаться, видимо. Правда, тут нам и говорили. А вот если вы так где-то простите себя, простите других, перед вами открывается солнце. Совершенно другой какой-то путь с новыми возможностями. И как только вы переключитесь, как мы с вами говорили, да, проанализировали, что у меня не получилось, что нет смысла продолжать, чему вы скажете, все, конец, это финал, и увидите эти возможности. Как только вы этот выбор словом делаете, для вас словно судьба открывает совершенно новые перспективы к солнцу. Но без какой-то внутренней работы над собой, как будто это невозможно. Потому что кто знает, это может быть что-то совершенно или иррациональное, или то, чем вы прежде не занимались. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.